Всем известно, что самые важные слова на свадебной церемонии — это «в болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас». Эти слова олицетворяют не только торжественный момент, но и готовность двух любящих душ вместе преодолеть все жизненные испытания и быть рядом до последнего вздоха. Для молодой пары, поженившейся в горах Новой Зеландии, день их свадьбы должен был стать апофеозом любви и счастья, но судьба распорядилась иначе. Смерть пришла всего через полчаса после того, как они дали друг другу клятвы вечной любви. Джеймс и Кэтрин были влюблены друг в друга с самого детства. Они познакомились в частной школе в Сиднее, где их родители, представители старых австралийских династий, состояли в одном клубе и встречались на одних и тех же благотворительных вечерах. Будучи детьми, они сначала подружились, вместе делали уроки и играли в школьном саду, но по мере взросления их дружба переросла в нечто большее. В 16 лет они стали парой, хотя мало кто верил, что юношеская любовь способна пережить испытание временем. Тем не менее, их чувства не угасли. Напротив, с годами они лишь крепли. Джеймс и Кэтрин вместе поступили в университет, окончили его с отличием и начали строить успешную карьеру в семейных компаниях. Их союз не был браком по расчету, их семьи и так были обеспечены, им не нужно было жениться ради объединения капитала. Их отношения строились на искренней любви, уважении, общих мечтах и желании всегда быть рядом. Их родители были счастливы, видя, как их дети нашли друг в друге настоящую опору. И хотя свадьба, безусловно, делала две влиятельные семьи еще сильнее, для них главное было счастье молодых. В один прекрасный день Кэтрин решила устроить для них романтическое путешествие в Сеул. Они остановились в роскошном пентхаусе с панорамным видом на сверкающий город, который никогда не спит. Для Джеймса эта поездка стала идеальной возможностью осуществить свой давний план — сделать предложение любимой. Он думал об этом неделями, представляя себе идеальный момент, когда они будут одни под звездами, и мир, казалось бы, затаит дыхание, чтобы услышать их клятвы. Джеймс заказал кольцо с крупным бриллиантом, которое стоило ему почти $100 000. Он не жалел средств, ведь Кэтрин была для него самой дорогой и любимой. С первых дней поездки они были окрылены счастьем. Сеул показался им оживленным и романтичным. Они вместе гуляли по рынкам, пробовали экзотические блюда, катались по ночному городу на лимузине, посещали частные вечеринки и закрытые показы. День за днем они наслаждались обществом друг друга, и хотя все вокруг было наполнено огнями, шумом и роскошью, для Джеймса не существовало ничего важнее, чем тот самый момент, который он готовил. Однажды вечером, поднявшись на крышу их небоскреба, они стояли вдвоем под бесконечным звездным небом, и Джеймс, наконец, решился. Он встал на одно колено и задал главный вопрос в своей жизни. Его сердце бешено колотилось в груди, когда он ждал ответа. Но Кэтрин не колебалась ни секунды, со слезами на глазах она крикнула «да» и бросилась в его объятия. В тот же момент вдалеке раздался праздничный салют, и они поцеловались, словно в романтическом фильме, представляя, какой будет их идеальная совместная жизнь. Год спустя наступил долгожданный день свадьбы. Они выбрали место, достойное их чувств, древний каменный замок на берегу кристально чистого озера Ванака в Новой Зеландии. Замок стоял на вершине холма, откуда открывался вид на изумрудные луга и величественные горы с заснеженными пиками. Все это создавало атмосферу сказки. Аренда замка и подготовка свадьбы стоили баснословных денег, но ни Джеймс, ни Кэтрин не хотели экономить на дне, который должен был стать самым важным в их жизни. На торжество съехались более 300 гостей, родственники, друзья, коллеги из разных уголков мира. В отдельной комнате Кэтрин и ее подруги готовились к церемонии. Ее платье, белоснежное шелковое с длинным шлейфом, сидело идеально, подчеркивая хрупкую фигуру невесты. Когда пришло время идти к алтарю, Кэтрин затаила дыхание, увидев Джеймса, ожидавшего ее с трогательной улыбкой и слезами радости на глазах. Ей казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди от счастья.
Церемония проходила под открытым небом на фоне гор и Лазурного озера. Их клятвы звучали особенно искренне и пронзительно. Когда священник произнес «Объявляю вас мужем и женой», гости взорвались аплодисментами и радостными криками, а Джеймс и Кэтрин поцеловались, окончательно закрепив свои обещания друг другу. Все было как в мечтах. Отец Кэтрин подготовил для молодых особенный подарок. Когда церемония закончилась, на лужайке приземлился частный вертолет, сверкающий на солнце. Вертолет должен был поднять молодых в небо, чтобы они могли вдвоем полюбоваться захватывающими пейзажами озера и гор с высоты птичьего полета. Восторг гостей был неописуем, все снимали происходящее на камеры, делая фотографии счастливых жениха и невесты. Молодожены забрались в вертолет, сфотографировались на фоне шикарного пейзажа, и пилот предупредил гостей отойти на безопасное расстояние. Моторы заревели, лопасти закружились, и машина медленно поднялась вверх, отрываясь от земли. Кэтрин и Джеймс махали друзьям, их лица светились счастьем, когда они поднимались все выше над изумрудными лугами и синим озером. Но внезапно на гору налетел сильный боковой ветер, который ударил по вертолету с такой силой, что он начал раскачиваться. Пилот пытался выровнять машину, но та завалилась на бок, двигатель заглох, и вертолет резко пошел вниз. Всего через несколько секунд он с глухим ударом врезался в горный склон и взорвался, превратившись в огненный шар. Гости, которые только что радостно махали молодоженам, в ужасе наблюдали за трагедией. Люди кричали, рыдали, но никто не мог помочь, все произошло слишком быстро. Джеймс, Кэтрин и пилот погибли мгновенно. В один миг их счастливая сказка превратилась в трагедию. Это место навсегда осталось их последним пристанищем и символом любви, которая не смогла победить судьбу. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.